Все, делаю. Вот моя камера. Да. Всем привет, ребят. С вами The Nightfall, Toronto Tokyo. И мы сегодня будем делать тир-лист. Тут 23 карточки игроков. Мы пока не знаем, кто там, поэтому это будет немножко вслепую. Мы будем доставать, смотреть, обсуждать. И чем выше мы ее поставим, тем круче игрок, по нашему мнению. Чем ниже, тем получается слабее. Погнали. Как там? Ты помнишь? Ну, я вроде по лицу помню, но... Это с Сингапура чел? Если честно, я... Который в Трусайте было? Нет. В том первом. Если честно, я не помню, кто это. Помнишь? Ну, если честно, нет. Тоже. Кто это? Это Феррари? Который очень хуёвую фотку подобрали. Я вспомнил, это 400-300 Феррари. Ну, 400-300 Феррари. Да просто Феррари. 430-й. 430-й Феррари, погнали. Куда его поставим? Ну, я думаю, Феррари это плюс-минус легендарный игрок. Я бы его ставил где-то типа посередине где-то минимум. серединочку, да, наверное? Да. Ну, он нормальный, но я бы не сказал, что он какой-то монстр. Он в свое время был супер хэскиллом на миде. Типа считался там в топ-3 точно. Топсон. Топсон? А что тут это? Оторвалась? Ну, ничего страшного. Как-нибудь, да, приклеим. Ну, Топсон это плюс-минус, я думаю, один из типа сильнейших по тиру. Может. Топсон легенда, да. Я думаю, его чуть ли не в самый верх можно. Ну и вот, ты думаешь, что это будет типа ну вот кто сильнее Топсона будет? Ну, наверное, из тех OG он, наверное, самый крутой, да? Не, ну вот оверолл даже. Типа, кто может типа выпасть, что мы его выше Топсона поставим? Что, блин? Миракл, он плюс-минус на уровне, но он только один инт выиграл. И Миракл, он типа, ну его эра, она как плюс-минус закончилась тогда, а Топсон даже в современной доте, ну, занял топ-3 инта, был типа одним из лучших. Ну ладно, так он как сильнее. Топсон это у нас уже звезда, он на что-то намекает, поставим его самый верх. Да. Пусть это будет звездочка нашей елки. Давай. Сейчас поставим. Опачки. Поставим. Дальше. Миракл. Ну, Миракл. Мы уже Миракл обсудили, легенда. Да. Но мы рейтинг Топсона чуть повыше. Да. И поэтому ставим вот сюда. Давай. Только осторожно вытягивай, чтобы не порвать. Артизи. Легенда. Артурыч. Артизи даже не как, наверное, дотер, а как... Нет, тут именно тир-лист как дотера идет. Но у нас же свой тир-лист, поэтому... Но вот, Артизи именно как дотер, я думаю, у него был свой рассвет сил там, ну, в этих годах, там, 17-16, когда он был нереально потным лидером, но так просто, ну, у Артизи, на самом деле, если так объективно говорить, у него очень много призовых, у него, мне ляма 4, да? Ну, Артизи, короче, это легенда, и я бы сказал, что он очень сильно повлиял вообще на все Dota 2 комьюнити, очень большое влияние своими стримами именно внес, и лично я начал хорошо Доту играть, когда начал смотреть стримы Артизи, поэтому я бы его отнес где-то вот сюда. Ну, Да, когда я с ним играл, он, конечно, был не настолько хорош, но в целом его, ну, Артизи это легенда. Вот сюда. Ты ешь его? Так, погнали. Мажоры он выиграл. Бёрнинг, конечно, легенда. Я был его фанатом, наверное, потому что я вообще раньше был фанатом китайской тоты. И вот этот вот состав DK, All Star, он был очень крутой. Вот. И это очень крутой игрок. Ну, мне кажется, он не должен быть, типа, там, выше Феррари. Думаешь? Ну, думаю, да. Так, ну ладно, ну давай тогда поставим где-то на уровне, где-то да. на уровне Феррари вот здесь, чтобы он не упал. Так я же должен. О, нифига. Фотка мемная, короче, с этого, с ПГЛа. Нотейл, да. Но Нотейл это типа супер легенда тоже. Я думаю, он где-то
наверху должен быть, где-то с Мираклом. Ну, давай. Но Нотейл, это если по факту уже говорить, он типа имеет самые высокие призовые вообще среди всех игроков Dota. Но, наверное, чуть теневой пониже, чем Миракл. Ну типа, да. Миракл все-таки это вообще гений. Да. А Нотейл, он никогда не был таким прям супер звездным игроком. Но при этом он anyway, там по харизме и так далее, капитанским Да. каким-то. Ну, короче, чуть пониже Миракла, но anyway высоко. Свой вклад он в Доту точно однозначно сделал и много через что прошел. Так, давай дальше смотреть. Куроки. Ну что сказать, Куроки также, я думаю, примерно на уровне с Нотейлом. Но Нотейл играл все-таки 2 инта. И типа намного больше, мне кажется, призовых имеет. Да? Поэтому он пониже должен чуть-чуть. Но он, anyway, продолжает сейчас быть тренером, и Но тут как игрока, результаты у них были неплохие. а Даже не как тренера. в последнее время. Погнали дальше. Понятно. Очень много, на самом деле, еще будет игроков. Будет сложно. О, Так. Хвост. А? Саня Хвост. Ну, Хвост, он Инсва выиграл, но мне кажется, в то время Дота была плюс-минус на низком уровне, поэтому я бы его плюс-минус где-то вниз. Ну, я думаю, все равно Хвост это плюс-минус на одном уровне вот с Бернингом, с Феррари, и поэтому я все равно думаю, что... Думаешь, они, мне кажется, Феррари играл даже там. Ну, Хвост в 2014 году еще хорошо играл, типа он Да, там да. топ занимал. Ну да, они же в 2015 году уже топ-2 заняли, поэтому я думаю, Хвост нормальный. Хвост тоже, типа, на самом деле, много чего сделал, и даже интервьюшки его были такие. Нет, так тут Я помню, смотрел тут не по здесь. интервьюшкам, тут по игроку. Там он на свой топ. Да, примерно на уровне, ребят. На уровне Феррари? Да. Мы его сейчас закрепим. Взят. Так, дальше. Ты или я? Ну ты. Я же Хвоста выкинул. Шачло. Шачло? Но это ботом. Ну, при всем уважении, тут такие легенды, но Шашло мы знаем все. Ну, все равно в сравнении с этими всеми монстрами, я думаю, Да. неравный бой, так сказать. Поэтому Вообще неравный. ничего не поделать, и куда-то мы его сюда вот ставим. Дальше. Легенда. Леха Соло. Давай, это твой бывший тиммейт. Говори и ставь его сам полностью. Конкретно в современной доте я бы его высоко супер не ставил, но все-таки с ВП они выиграли, там сколько, 5 мажоров. И он, типа, на протяжении там каких вот 17-19 году они всех ебали. Поэтому, anyway, типа, точно ниже, чем Артизи. Ну, давайте где-то его плюс-минус к фастул тогда. Так, дальше смотрим, мама. Легенда Легенда Доты. Ама, обидно за чела. Снова не чемпион. 3 раза топ-2. 3 раза. И каждый раз... 3 раза, 2-3. Каждый раз 2-3. Мы не можем его А я рейтить, думаю, я должен думаю. быть выше Артизи. Все-таки думаю, по по- результатам. Я думаю, повыше Артизи, даже повыше Куроки я его даже, наверное, поставил бы. Повыше Кроки, не уверен. Ну, и мне кажется, это нормально, потому что Куроки он уже Ну ладно, долго- это на самом деле долгое нормально. время хорошо Это нормально, играет. потому что он даже, типа, Куроки в современной доте, он выпал и перестал играть, а Ама до сих пор, ну, Да. может занимать там топ-2. Но все-таки пониже, наверное, чем Нотейл, потому что тут 2 не так, как-никак. Да. Логично. Твой тиммейт? Илюха свой вклад большой на доту оказал, плюс... Ну, я, честно, я думал, он ниже, чем Хвост, но выше, чем Шашло, точно. Я бы Ну, сказал. ну, мы Ну, же... что он хочет? мы- ну, Хвост ездил на инты, занимал топ-2, типа, был Не, лучшей, но, лучшей если, команде но это если мира. брать и по игрокам. Не, но мы ну- же Артизи даже так высоко поставили во многом за счет тоже Не, его ну, влияния. Артизи же тоже очень много выигрывал. И даже вот у него была какая-то момент мажор- эра тоже. Ну, мажора он выиграл. Да. Ну ладно, давайте тогда. Так Хвост вообще инт выигрывал. Да. Вот сюда можно. Джерекс. Джерекс это гений. Но Мне- мне мне- кажется, где-то... Кто тут у нас Хотя- реально? Артизи. Ну, реально где-то на уровне Артизи, наверное. Точнее, на уровне даже Амы. по Да, ощущениям. на уровне Чуть-чуть пониже Нотейла, я думаю. Потому что Нотейл давно все-таки даже плюс-минус сейчас. Ну, Джерекс, да, Всё-таки свой вклад сделал. 2 инта выиграл. Да. Типа он на протяжении огромного количества времени хорошо играл. О, Фитбеныч. Кореш мой.
Мой кореш, победитель инта, был в сильнейшей команде в какой-то момент. Но он победитель инта, и там на одном инте занял топ-2, вот, который против вас. Но anyway, я думаю, должен быть пониже, чем Джерекс. Примерно на уровне, как мне кажется, где-то с Кроки. Ну давай я вот сюда вот Ну, поведу. может, чуть ниже Кроки. Давай. Да. Разведочка есть такая специальная. Так, дальше смотрю. Смейл. Смейл. Легенда. Смейл Кинг. Ну, вот как раз, типа, у меня всегда раньше было представление о Смаиле, то, что он легенда. Там даже, вот когда мы 10-й инт играли, и он на керри пересел, хоть он там на керри не прям супер хорошо играл. Ну, вот, нормально играл. но вот как раз у него представление о нем как смазалось, вот как ты говоришь о Джерексе, что он пришел тогда в ЕГЭ, но вот также о Смаиле вот за последние там пару лет. Ну, как будто бы у меня такое ощущение, если бы он прям очень много в доту играл, он мог быть, типа, все время королем. Но как будто он, Ну, а знаешь... тогда какой смысл, если у тебя уже нет амбиций и желания быть лучшим, играть дальше? Ну, непонятно, Это ж мы слабо. все-таки мы с ним не знакомы, не можем сказать. Ну, есть такое, да, что немного смазалось, но я думаю, все равно примерно на уровне вот этих вот ребят там. Чуть-чуть, может быть, пониже, даже чуть пониже Фейсбиана, да? Ну, Куда-то его можем, наверное, Интон все-таки свой выиграл, и в свое время он был реально королем, там, одним из сюда лучших. закинем. Поэтому... Данила. Дэнди. Я думал, Данила GPK. Данила легенда. Не, ну Дэнди, типа что, вот в свое время он был легендой, но потом он просто уже... Мне кажется, ему надо было просто раньше уходить в стриминг и не пытаться играть. Но, типа, это что, его жизнь, он просто живет по кайфу. Я думаю, его тоже можно понять, нравилось ему играть. Куда ты его поставишь? Не, ну на самом деле его можно где-то на уровне с Умаилом, вот потому что он тоже был как в свое время королем мида и по влиянию. Ну, очень Миллион- много, миллион в челов. мире много, да, фанатов доты. Миллион челов в доту пришло за счет Дэнди, и тоже он был харизматичным челом всегда. Ну, давай мы его оставим где-то примерно. Ну, как Сумаил, где-то вот так же. Уже нечестно смотрится, что вот у чела инты выиграли, даже Сумаил, типа 5-й инт, Артизи никогда инт не выиграл, и он так высоко. Ну ладно, мы все-таки будем учитывать его стримерские заслуги. Ромыч. Ромыч? Ну, Ромыч, типа, в свое время был точно одним из лучших. Там он плюс Миракл вот в ту эру. Топ-3 инта. Всех? Недавно был. Да, может, Легко. поставим их рядом с его корешем, рядом с Артизи? Так, Артизи и Ромыч вместе. Да, нормально. Гармонично, да, выглядит? О, Ярик. Легенда. Ярик, Мипошка. Если честно, я бы его поставил примерно на уровне с Нотелло, да. Нотеллом. Да. Ярик, легенда, очень приятный. Тоже 2 инта, как Нотелл. Все стоит. Стоит. Тут очень все хлипко. Нормально. У нас сколько осталось? 4 еще. Кореш наш. ГХ. GH. Так, ну что тут? JH Интон выиграл, потом они занимали топ-2 топ-2 инта, и даже в современной доте он играет хорошо, поэтому довольно высоко. Ну, примерно, я думаю, на уровне Сама, как будто бы есть у них аура Ну, такая. примерно, да, наверное. Ну, У меня есть такое ощущение, что примерно на уровне. не, ну JH не должен быть выше, типа, Джерекса. Ну вот, Ну, вот, примерно один уровень. Ну, это у них где-то, да, где-то с Аптизи. Примерно один уровень. Вот. Пупей. Супер значимая персона в доте. Я бы его высоко ставил, он инт выиграл, потом занимал топ-3 инта. Если честно, я тоже его думал, что примерно на уровне с Нотейлом. Ну, пониже давай все-таки. Ну, чуть ниже, типа. Но он... Ну, выше, чем Ама, как будто, Да, нет? но он на самом деле он где-то на уровне вот с Яриком и Нотеллом, потому что он именно играл и там посещал больше всех интов вообще в мире. Да, понимаешь. И именно, типа, прям по долговечности играл на высоком уровне дольше всех, поэтому, ну чуть ниже Нотелла может где-то. Ну, где-то. Но не супер высоко. На, держи. Мирыч. Но тут я объективен быть не могу, поэтому пускай Саня, как бы, его тиммейт во время победы. Мира двукратный победитель инта также. Очень много сделал.
И вот сейчас он тоже нормально играет на высоком уровне в нашей команде. Планируем быть очень хорошей командой в этом сезоне. Поэтому я его речу, я, наверное, примерно на Ну, с уровне... Пупичем где-то, мне кажется. На уровне, да, вот с Пупичем. Ну, с самым где-то на самом деле. Тем более, Где-то самый. не, мы его повышаем и поставим, потому что как-никак это наш тиммейт. Поэтому, За все не объективен. конечно, я не могу быть объективным. Как мать к своим детям не может быть объективной. Хорошо. Так, дальше смотрим. Кореш мой. Зайджей. Ну, Да, он по на самом результатам, деле... как будто что-то вайп стартизи у него плюс-минус, нет такое? Ну, тут у нас просто странно. Ну, он в вайп стартизе, да, но по результатам он точно ниже вот этих всех челов, которые выигрывали миллион тов. Ну ладно, тогда мы его тогда на уровень поставим. Получается, может быть, Ну, вот где-то типа с Рамзесом. он, да? сюда, да, где-то с Ромычем плюс-минус. Давай Хвостыча. Поставим. Сейчас последний остался у нас, кто там у нас, интересно. Так, последний игрок, который у нас... Я же должен, нет? Да, последний игрок, который у нас Последний. остался. Должна быть Интересно. какая-то легенда. Кто это? О, супер легенда. Шао 8. Xiao 8. Шао Ба. То же самое, не выиграл. Инты, которым был выиграл. супер близок. Он выиграл с Ньюби. Не, ну как игрок, да, но как тренер нет. Нет Поэтому ощущения, я что бы он его... примерно уровня Пупея, примерно? Нет. Ну, Вот такое ощущение. сейчас я бы его где-то вот этим чувакам, Кама где-то. Чтобы видно его, тут, наверное, тут где-то. Давай, делай. Ну, так как мы доставали вслепую, так сказать, мы не предвидели будущее, кто у нас будет, и елка, так сказать, она у нас места не так много, поэтому получилось, как получилось, но плюс-минус адекватно. Но надо еще учитывать, что это не только тирлист по заслугам как игрока, но еще там по плюс-минус харизме, плюс каких-то стримерских достижений. Тут Плюс это по тоже личным- учитывается. Плюс еще по личным предпочтениям, да. Ну что, ребят, вот и все. Закончился наш тирлист. Всем спасибо за просмотр. Что могу сказать? Поздравляю всех с наступающим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии под этим видео. Среди людей, которые напишут свой комментарий, через неделю мы разыграем одну джерси нашей команды. На этом все, ребят. Всем пока.